Сегодня я хотела бы показать вам наше посещение выставки, посвященной творчеству Ван Гога. Эта выставка называется Van Gogh Immersive Experience. Она проводилась у нас в Сиэтле где-то уже больше года. И в заключительный день, 15 октября, вот мы сходили на эту выставку. Вообще, это серия выставок, она проводится в разных городах, и большинство это в Северной Америке в 21 и в 22 годах было проведено. Изображения или видеозаписи работ художника проецируются на стены, потолки и полы, иногда сопровождаясь анимацией, повествованием, музыкой или ароматами. Ну, ароматов мы, конечно, не почувствовали, но анимация, музыка, повествование, все это было на высоте. И сейчас мы с вами пойдем вместе и посмотрим, что же тут нам покажут. Для начала нужно сказать несколько слов о биографии этого известного художника, постимпрессиониста. Здесь вот был стенд с краткой биографией. Давайте я вам переведу быстренько, что тут написано. Винсент Ван Гог родился в Нидерландах в 1853 году и умер во Франции в 1890 году. Он остро осознавал социальные проблемы в очень молодом возрасте и посвятил себя заботе о бедных и больных. И при этом он впервые почувствовал призвание к религиозной жизни, но в итоге ему так и не удалось стать пастором. Ван Гог заинтересовался живописью, иллюстрируя сцены из жизни шахтеров в Боринаж, регион Валлония, в конце 1870-х годов. Именно здесь он сделал свои первые рисунки и художественные исследования, о которых мы теперь знаем из его обильных переписок со своим братом Тео. Сохранилось 844 письма, из них 652 вот как раз адресованы брату Тео. Несколько поездок в Париж в этот период дали ему возможность насладиться богатой творческой жизнью города, а также посетить музеи, художественные галереи. А по возвращении в Нидерланды климат и пейзажи оказали на него негативное влияние, окрасив его холсты в мрачные землистые тона. И там же, тогда же, Ван Гог написал свои первые натюрморты. Он провел 2 года в Париже, где он познакомился и вдохновился лучшими художниками импрессионистского движения. Привлеченный яркой природой южного неба и теплыми цветами, он отправился на юг Франции, решив поселиться в Арле. Он писал сцены повседневной жизни Прованса. Его яркая цветовая палитра и стиль буквально погружают зрителя в его композиции. Но в его жизни были проблемы из-за психического здоровья. У него была эпилепсия, шизофрения, участились кризисы, стали более жесткими. Картины несут на себе отпечаток его нестабильной, измученной личности. Чрезмерное употребление табака и алкоголя, усталость и проблемы со здоровьем ухудшили его состояние, причем настолько, что однажды вечером во время ссоры со своим другом, художником Гогеном, Ван Гог отрезал себе ухо. После этого события он поступил в психиатрическую больницу в Сен-Реми-де-Прованс, а это учреждение находилось в отдаленном районе, окруженном пшеничными полями, виноградниками, оливковыми рощами, которые впоследствии стали сюжетами многих его картин. Ван Гог перенес несколько сильных приступов эпилепсии, припадки, из-за которых он не мог работать, и в результате он был прикован к постели на несколько недель. Выздоровев, он решил присоединиться к своему брату в Париже и переехал в город Овер. И в 1890 году Винсент Ван Гог наконец вернулся в Париж, где написал свои последние картины. Художник покончил с собой в возрасте 37 лет. Здесь я вам показываю кусочек слайд-шоу, которое было показано здесь же в выставочном зале. Здесь подписи вот на слайдах, названия картин и кратко о чем и когда это было написано. Вот «Звездная ночь», самая известная его работа, которую он написал в психиатрической больнице буквально за 1 день, и она стала его визитной карточкой, то есть самая известная работа. И мне она нравится больше всех, я даже купила сувениры с этим изображением, и, я думаю, все просто уже знают эту картину. Вот те самые пшеничные поля. Быстро сменяются кадры. Конечно, хотелось бы что-то рассказать
по каждой картине и посмотреть ее более подробно. Но вот краткое такое было слайд-шоу, то есть для общего впечатления о творчестве. И вот по кругу пойдет сейчас опять это видео. Здесь у них начало, вот оно сейчас пойдет заново все рассказываться. Вот, заново началось. Я немножко поснимала. Ну, а это уже пошли натюрморты, вазы с цветами. Причем обратите внимание, что ваза здесь настоящая, глиняная. Ну, я думаю, что глиняная. А проецируется уже вот изображение отдельно. То есть к вазе можно подойти потрогать, а вот это уже проекция на холсте. И бабочки летают вот там как настоящие, живые. Очень интересно сделано. Ну, конечно, это все не настоящие полотна здесь представлены, а какие-то проекции, репродукции, но все равно очень интересно. Такое объемное изображение, иллюзия движения, присутствие очень интересно выглядит, впечатляюще, потому что обычно, когда мы приходим в музей, мы видим просто вот полотна, а здесь что-то такое вот и детям интересно посмотреть в движении, как все это буквально оживает на ваших глазах. Бабочки порхают. Уже целая серия подсолнухов. Подсолнухи занимают важное место в творчестве Ван Гога. Это не только одна картина, не так широко известна. Это двойная серия полотен, 11 в сумме, которые сегодня можно найти в галереях по всему миру. Ван Гог создает свою первую серию в Париже в 1887 году, живя со своим братом Тео. Это 4 полотна с изображением подсолнухов на столе, а следующие 2 года Ван Гог посвятил себя созданию второй, более известной серии, изображающей подсолнухи в вазе. Всего там 7 полотен, одно из которых исчезло во время Второй мировой войны. Проходим дальше, видим вот это вот знаменитое поле тоже, желтые, синие тона, вот еще и подсолнухи, такой вот красивый зал в сине-желтых тонах. Ну, здесь цветы, поля. Все самые известные картины, вон «Звездная ночь» и вот этот ресторанный дворик.
Ну вот тут следующая композиция, мы что-то не очень поняли задумку. Ну вот тут вот висят какие-то отдельные детали на леске, и если с определенного ракурса встать по центру, то это все сливается в единую такую вот композицию. Но что тут конкретно имелось в виду? Какое-то японское, тут что-то с японским уклоном изображено. Напишите, вот если вы понимаете в искусстве, что тут имелось в виду. А вот посмотрите, какая интересная инсталляция. Воссоздана комната в Арле, сюжет знаменитой картины и комната, в которой жил художник. И вот здесь вот кратко об этом написано. Вы знали, что это не одна картина, а серия из 3 картин. И там изображена вот как раз комната, которую он снимал в правом крыле Желтого дома на площади Ле Мартин в Арле. И одной из отличительных особенностей является то, что на стенах изображены его вот другие картины, то есть на полотнах другие свои работы. Вот они и здесь тоже повешены. Ну и вот отличаются они насыщенностью красок и вот как раз теми портретами, которые изображены на стене. Там портреты его друзей Эжена Боша и Поля Эжен Милле, а также картина «Валуны и дуб». Проходим дальше. Вот тут у нас такая вот арочка, вход. Вот здесь изображен как раз дом, где находилась та самая знаменитая комната. Вот стрелочкой показано на 2-м этаже. Вот он снимал в правом крыле, как я вот сказала. Я тоже встану. Так, продолжение выставки вот здесь вот. Но тоже что-то я не могу вам сказать, что именно здесь изображается. Но там тоже можно сфотографироваться было. Да, интересно. Ну а дальше самое главное, собственно, зачем все и приходят на эту выставку. Смотрите сами.
ляг на коврик и лежи, смотри, как все красиво тут. Making sketches is to plant seeds from which paintings grow. Дочка, ты можешь лечь. Можно лечь на коврик и лежать вот так, смотреть по бокам. Как у меня получилось. Не, еще мы не уходим. Давайте, я снимаю, Надя. проплывают. Только что на полу рыбка проплыла. Вон рыбкой поплыли.
Максим, пожалуйста, не дергай. Выставка почти закончилась, осталась только VR, виртуальная реальность, в следующем зале. А в этом зале можно взять раскраску, созданную по самым знаменитым картинам Ван Гога, и уже почувствовать себя художником, раскрасить ее тоже и повесить на эту стену. Вот мы все берем себе разные картины. Можно тут сесть, все тут с удовольствием сидят. Тут частично уже раскрашено, остальное надо самостоятельно доработать. Но, правда, могли бы побольше положить цветов, карандашей или красок, потому что лежат только мелки. Вот, а это тоже на экран можно спроецировать свою готовую раскраску, чтобы все вот так вот видели в увеличенном размере. Там специальная для этого аппаратура стоит. Но большинство просто вешает вот на стенке. Вот сюда вот нужно положить, сфотографировать, и она появится на экране, на большом. Вот сколько тут посетителей уже навешали своих работ. И комнаты, и подсолнухи, и звездная ночь, и чего тут только нет. Целая галерея. Ну и мы тоже свое сейчас повесим. Даже на той стене еще висит. Ну, такое вот уютное завершение выставки. А вот это я раскрасила. А это дочка моя раскрасила. Сейчас все вот повесили наши рисунки. Вот один, вот второй, вот третий. Тебе понравилось, Надя? А вот сувенирный магазин, но тут у нас уже было мало времени. Я покажу дома, какие сувениры купили. Ну вот здесь рюкзаки, панамы, зонты, шарфики, книги. Но все на английском языке. То есть нужно вот язык подтянуть и к искусству прикоснуться. Два зайца убить. Ну а это вот тут всякие сувениры, косметички. Мне понравились и косметички, и кошельки. Все очень нужное и полезное. Ну и в основном тут «Звездная ночь» и «Подсолнухи». Как-то вот из двух картин выбранная. Кепки. Кстати, была классная история, мама. Шлепки пляжные. Ну как-то ногами Ван Гога топтать. Мы только что вернулись с выставки. Я хочу показать вам сувениры, которые мы купили. Их упаковали в такой вот красивый пакет. От магазина здесь написано «Ван Гог». Вот оно, выставка «Погружение». Я надела такую шаль сегодня, вязаную. Это вот одна из моих недавних работ. Шаль спицами, амбре. Здесь цветовое, розовые тона. Я ее специально доработала. Тут у меня по краю мне не нравилось, как вот было закрытие.
Немножко загибалась я побольше платочной вязки. Вот здесь сделала 3 рубчика. И теперь она уже не закручивается. А то сначала было некрасиво. Вот. И в черную одела кофту, сверху эту шаль, чтобы было такое... Вот эта шаль была ярким пятном в моем образе, акцентным таким. И несколько человек, даже там американцы, сказали, что им нравится моя шаль. Ну и теперь давайте посмотрим, что мы тут купили. Так как сегодня последний день выставки, 15 октября закрытие, то была скидка 50% на все товары. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим. Кепочка. Это я для дочки купила. Здесь мы видим знаменитую картину, визитную карточку Ван Гога. Это «Звездная ночь». Такая кепочка. Следующее это зонтик. Тоже «Звездная ночь». У меня были еще подсолнухи, но мне больше всего «Звездная ночь» нравится. И были 2 варианта зонтиков. Вот такой складной и зонт-трость большой. Но так как зонт-трость не очень практичный, занимает много места, я выбрала складной. Хотя зонт-трость, мне кажется, надежнее. Здесь могут спицы погнуться. Но будем надеяться, что будет все в порядке. Вот он так красиво выглядит. Сейчас я раскрою. Вот такой зонтик. А изнутри он черный. Следующая это вот такая косметичка с ручкой тут даже. Тоже написано Ван Гог. Ну и тут вот на молнии открывается. И тут это подкладочка, кармашки. Хорошая тоже вещь. Еще маленький кошелечек. Тоже детский, для монеток. Это для дочки. Он, в общем-то, не детский, он взрослый. Вот, тут мы уже тут доллар положили. И внутри вот, ну, монетки здесь хранить. Вот. Ну, это нам подарили. Какая-то подставка под горячее. Вот с таким черепом. Ну и это все, что я хотела сегодня вам показать и рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю всем творческих успехов, хорошего настроения. Ну а мы увидимся с вами в следующих видеороликах. Всем пока!